Позавчера в Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и на адвоката Александра Немова. Они ехали на оглашение приговора заложницы Кадырова Зареме Мусаевой. По дороге из аэропорта их такси заблокировали неизвестные в балаклавах. Обоих жесточайшим образом избили. Елене Милашиной обрили голову и облили зеленкой, потребовав не приезжать в республику и ничего не писать. После доставки пострадавших в Москву у Милашиной диагностировали множественные переломы кистей рук, гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Спина журналистки представляет собой один большой синяк. К большому сожалению, само по себе нападение на журналистов в Чечне – это не такая уж и новость. К большому сожалению, тот ужас, который произошел с Милашиной, далеко не самое худшее, что может произойти с человеком, попавшим в вотчину Кадырова. Новость тут в другом. Это первый эпизод кровавых похождений кадыровских бандюков, а мы не сомневаемся, что это были именно кадыровцы. Никакие рандомные бандюки такого делать бы не стали. Так вот, это первый подобный эпизод, который получил прям осмысленную реакцию федерального центра. Похищение людей из других регионов. Напомним, что саму Мусаеву, на приговор к которой ехали Милашина и Немов, похитили из Нижнего Новгорода. Исчезновение людей, пыточные тюрьмы для ЛГБТ-персон, рейды по чеченским городам в духе опричнины, угрозы убийством силовикам из других регионов, посмевшим приезжать в республику. На каждый такой эпизод тот самый Кремль, который грезит захватом Варшавы и войной с НАТО, стыдливо опускал глаза в пол. И городил комментарий на 3 страницы, смысла в котором нет и на 3 слова. «Мы ничего не знаем», «Мы ни за чем не следим», «Отстаньте от нас, нам страшно». А тут вдруг статусные депутаты Госдумы, Союз журналистов, Дмитрий Песков, вот буквально все разразились комментариями о необходимости найти злодеев и жестко привлечь их к ответственности. Даже Следственный комитет помялся 1,5 дня, но таки возбудил уголовное дело. Следственный комитет возбуждает уголовное дело, в котором самые очевидные подозреваемые – кадыровцы. Это что-то новое. С чего это вдруг федеральная власть решила, что у нее есть полномочия в Чеченской республике? Когда это такое безобразие было? Когда это кто-то оспаривал феодальную вольницу Кадырова? Гипотез тут может быть сколько угодно, но самое очевидное в том, что это перед нами эхо пригожинского бунта. Именно мятеж Пригожина окончательно показал, что для Кадырова в нынешней системе власти нет места, что он никому не нужен, что ему больше нечем торговать. А если он не уникален, если он такой, как все, если он обычный губернатор, то казнить и миловать в обход царя он не имеет права. Давайте вспомним, какова роль Кадырова в российской системе власти. Собственно говоря, роли целых 3. Во-первых, Рамзан Кадыров – это трофей. Он не просто чеченец, он сын Ахмата Кадырова, муфтия Ичкерии, второго человека после Джохара Дудаева в сепаратистской республике. Он живое свидетельство того, что Путин успешно справился с главной проблемой начала своего правления – с мятежной Чечней. Сын мятежника ныне бьет земные поклоны и называет себя главным пехотинцем Путина. Как бы странно это ни звучало, но прежде всего Рамзан Кадыров – это голова лося в охотничьем домике Путина. Во-вторых, Кадыров – оператор прокси-насилия. Ведь у Чечни уникальный статус. Это, конечно, субъект Российской Федерации со всеми признаками такового, да еще и субъект, максимально зависимый от федеральных дотаций. Регион, который не то что себя не обеспечивает, он свою администрацию не сможет содержать без федеральных денег. 9 из 10 рублей в бюджете республики – дотации. Так что называть кадыровцев частной армией – это нонсенс. Все они сотрудники Росгвардии, все они получают зарплату напрямую из федерального бюджета, все они подчиненные Золотова. При всем при этом в публичном восприятии у Чечни экстерриториальный статус. Нет такого человека в России, который бы считал, что Чечня тождественна Самарской области, что на Чечню распространяется законодательство Российской Федерации, что федеральные ведомства имеют на ее территории хоть какую-то власть. Понятно, что для условного руководителя Следственного комитета республики начальником является не Бастрыкин, а лично Кадыров. Какую бы форму ни носили, какому бы ведомству формально не подчинялись чеченские силовики и чиновники, они к этому ведомству имеют только зарплатное отношение. Они состоят в другой вертикали, в кадыровской. Пытки, похищения, убийства, средневековые практики вроде казни членов семей врагов Кадырова. Это все ужасает людей,
Ну это типа как новости из Северной Кореи или Афганистана. Никто это не воспринимает как новости из России. Чечня — это что-то вроде Сомали, только без погранконтроля. Да, там происходят ужасные вещи. Ну, восприятие тут такое, что чего вы, собственно, хотели от Чечни? Такое положение вещей делает Кадырова идеальным исполнителем особых поручений. Представьте, что Бориса Немцова под стенами Кремля убила бы в 2015 году группа высокопоставленных сотрудников московской, например, полиции. Никто бы тогда не сомневался, что это Путин устранил одного из лидеров оппозиции. Но у убийц Немцова в полицейских удостоверениях было написано «Чеченская республика». И это почему-то сразу изменило ситуацию, и Путин оказался как бы ни при чем. И третья роль нынешнего главы Чечни – Кадыров и кадыровцы – это личная гвардия Путина. Кадыров не встроен ни в какую вертикаль. Он не зависит от граждан Чечни, не зависит от федеральной власти. Единственный его актив – созависимость с Путиным. Не просто так кадыровцы на постоянной основе расквартированы в президент-отеле на Якиманке в 10 минутах на машине от любого российского органа власти. Надо думать, Путин всерьез на них рассчитывает. Мол, когда его надумают предать все его друзья под дзюдо, те, кого он из грязи сделал миллиардерами, когда взгляд их ляжет на спасительную табакерку, они задумаются, так ли им хочется через полчаса ползать на коленях и просить прощения на камеру. Кровавые шалости Кадырова последнему пункту не мешают, а скорее способствуют. Каждый, кто задумал нехорошее, должен помнить, что за стенкой человек с ружьем. Что у Путина есть абсолютно шизанутый вассал, которому нечего терять и который предан лично Путину и не разорвал тебя только потому, что у Путина хорошее настроение. Понятно, что все три роли Кадырова – части одного целого. Ценность головы лося на стене Путина не только в том, что она напоминает о славной победе. Она сама кому хочешь голову откусит. И ничего из-за этого еще и не будет. Репутация Кадырова в этом смысле была невероятно устойчива. Когда Илья Яшин незадолго до войны записывал ролики с разоблачениями Кадырова, все на него смотрели как на руфера, стоящего одной ногой на краешке небоскреба, с большим уважением к его суицидальному мужеству. Репутация Кадырова была невероятно устойчива до конца марта 2022 года. Едва у людей прошел первоначальный шок, они внезапно увидели, что Кадыров и вся его дикая дивизия, вселяющая ужас и трепет, выглядит, мягко говоря, слабовато. Мало того, что их и близко к линии фронта никто не видел, так еще и вели они себя натурально, как семилетки, которым дали автоматы, технику и кучу денег, и еще и телефон с ТикТоком. А чувство меры и способность посмотреть на себя со стороны не дали. Любой, кто в 90-е рос на фильмах со Шварценеггером и Сталлоне, узнал в кадыровских роликах дворовые игры. Вот точно так же дети изображали из себя командос и робокопов. Только сейчас придуриваются бородатые дядьки, и автоматы у них не игрушечные. Что же получил глава Чечни за этот унизительный фарс, когда сидящие по шею в грязи солдаты наблюдали за кривлянием кадыровских клоунов? Глава Чечни не просто не был наказан, он всего за полгода войны сменил 2 генеральских звания. И теперь человек, у которого в подчинении в лучшем случае бригада, носит погоны генерал-полковника, как будто он командующий армией или вовсе военным округом. Мы говорили, почему так происходит. Диктатор не может наказывать свое окружение за некомпетентность, вранье и воровство. Диктатору важна только лояльность. Лучше верные клоуны, чем настоящие бойцы, которые завтра устанут терпеть унижение на бессмысленной войне и развернутся в сторону Москвы. Да, кадыровцы совершенно непригодны для войны. Но, в конце концов, не в этом их роль. Их роль – быть стражами трона, личной гвардией внутри страны, единственными бойцами, преданными только Путину и больше никому. Но когда случился мятеж Пригожина, оказалось, что Чечня и ее начальство интегрированы в Россию теснее, чем могло показаться. Кадыров и его войска повели себя ровно так же, как все остальные, от ментов до пропагандистов. Сели ждать, чем все закончится. Всегда словоохотливый Кадыров, который телефон из рук не выпускает, вымучил какое-то обращение к Вагнеру с обещанием навести порядок в Ростове лишь после того, как сам Путин выступил по телевизору. Ни до какого Ростова никакие кадыровцы не доехали.
В первый раз за все время правления Путину действительно понадобились преданные войска, потому что случился вооруженный мятеж. Только вот Кадыров был кем угодно, но не стороной конфликта. Немного погодя вышли ролики с его бойцами, храбро гуляющими по пустому мосту в костюмах из Call of Duty. Это, конечно, добавило абсурда в и без того идиотическую ситуацию, но к мятежу как к таковому отношения уже не имело. Так что теперь роль Кадырова в путинской системе довольно загадочна. С одной стороны, он ничем не оправдал все те привилегии, которые имел 20 лет. Ему даровали настоящий феод, где он мог делать все, что взбредет в голову. Российский бюджет был для него чем-то вроде безлимитной кредитки. Глава одного из самых нищих регионов страны вел образ жизни саудовского принца. И не просто вел, он своей роскошной жизнью тыкал в глаза зрителям своих соцсетей. Кадырову было можно все, потому что он персональный проект Путина, один из столпов путинского режима. Но столб этот оказался ни на что не годным. Ни для войны, ни для защиты от переворота. Что ж, режим получил урок политологии для чайников в условиях, приближенных к боевым. Он на практике выяснил, что частная армия, даже формально встроенная в систему, даже на 100% существующая за бюджетные деньги, это мина, заложенная под основание трона. Что переход от земных поклонов и клятв верности к открытому бунту может быть стремительным. Пригожин оппозиционером и борцом с коррупцией стал совсем недавно. Если посмотреть, как он выражался, когда заявление выпускала его пресс-служба, а не пилились голосовухи в Телеграм, то мы увидим точно такого же верного пехотинца-вождя, каковой всецело поддерживает и армию, и цели войны. Когда ваши ландскнехты начнут выходить из-под контроля, запасной план, просто им сломать шею, может и не сработать. Предполагая подобный исход, они станут действовать очень энергично. Мы вначале перечислили 3 пункта и 3 роли Кадырова в российской системе власти. Но вообще-то все, кроме роли трофея, ныне не актуально. Зачем сейчас Путину прокси-насилие? Он ведет фронтальную войну. Его официальная армия оставляет за собой кровавый след военных преступлений. Уже ничто не способно навредить путинской репутации еще сильнее или ухудшить его международное положение еще больше. Он изгой. Его никогда больше не позовут в приличное общество. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Зачем что-то отрицать? Зачем говорить «нас там нет»? Зачем теперь нужны эти полугосударственные и вовсе не государственные шайки с сомнительными вождями? То же касается и внутреннего насилия. Оппоненты режима либо в тюрьме, либо в эмиграции. Нет больше нужды кого-то тайно убивать чужими руками. Можно забить человека до смерти в отделении полиции. И это даже не станет главной новостью дня. За эти 16 месяцев государство полностью освободило себя от химеры каких-то там приличий. Не нужно больше говорить: ну мы-то цивилизованное правительство, просто у нас есть вот особый регион с особыми традициями по убийству людей. Мы не хотим новой войны, поэтому не особо с ними связываемся, просто терпим. Есть же в ваших западных городах стрёмные райончики, куда полиция лишний раз не ездит, где законы шариата работают лучше уголовного кодекса. Ну вот, а у нас целый регион такой. Сейчас все делается максимально открыто. Российское начальство – банда задорных убийц. Ну да, говорят они, мы нарочно бьем по энергетической инфраструктуре, чтобы оставить людей без тепла и электричества зимой, чтобы пенсионеры умирали в холодных квартирах, не имея возможности вызвать скорую. Ну да, подтверждают они, мы похищаем детей и разбираем себе в семьи на сувениры. Никто уже ничего не стесняется. Никакой нужды в фигуре страшного и неуправляемого Кадырова теперь нет. Выходит, что прямо сейчас Кадыров первый клиент на обезжиривание по результатам пригожинского бунта. Профита от его существования осталось ровно 0, а проблем своим хозяевам в случае кризиса он может принести сколько угодно. И он точно не будет до последнего патрона отстреливаться спина к спине с Путиным. Это ни в коем случае не значит, что Кадырову грозит тюрьма или хотя бы отставка. Все-таки система и так в плачевном состоянии, и так едва чуть не рухнула под напором нескольких тысяч вагнеровцев. Вынимать из треснувшей конструкции любой кирпич, даже если тот оказался бумажным, наказывать кого-то из первого ряда – идея опасная. Но вполне может закончиться кадыровская вольница. Какой смысл позволять ему, как хочет, гулять по буфету?
Какой смысл стыдливо отводить глаза на любые вопросы о беззаконии в Чечне, если Кадыров больше не представляет никаких уникальных услуг? Какой смысл позволять ему владеть частной армией, когда в случае опасности она бесполезна? Когда опасностью может стать она сама? Ведь мы помним, что многие из них расквартированы в 10 минутах от любого российского органа власти. Почему бы не проделать с Кадыровым то, что не удалось проделать с Пригожиным? Мягко и тактично переподчинить всех его силовиков тем, кто им зарплату платит. С Кадыровым это будет гораздо проще сделать. Вся его гвардия по бумагам госслужащие. Между ними и государством нет никакого черного ящика, где контракты как-то превращаются в выплаты наличкой. Кадыровцы все при должностях, все посчитаны. И все в конечном итоге понимают, на кого работают на самом деле. Потихонечку заменить силовое начальство Чечни, назначить из Москвы своих людей, и все. Рамзан Кадыров превратится в самого обычного губернатора, самого обычного региона. Золотые дворцы и умопомрачительные кортежи останутся. Жрать бабло в два горла он, конечно, продолжит. Но он лишится главного – силового ресурса в личном пользовании. И сейчас как бы этот ресурс ему просто делегирован. Но командовать им он, как раньше, будет навряд ли. Наша система дряхлая и неповоротливая. Она не может совершать резких маневров. Наш диктатор сильно ограничен своим статусом и необходимостью поддерживать лояльность окружения. Тем не менее, простейшие и самые очевидные выводы система сделать может, особенно когда жареный петух чуть до Москвы не дошел. То, что они чуть до ручки не доигрались с раздачей монополии на насилие кому попало, безо всякого профита, но с кучей проблем на выходе, то, что пора с этим завязывать, вывод самый очевидный. И он, видимо, будет сделан. И тогда Кадыров – первая и очевидная цель системы. До завтра.